Туманным вечером Дэниел Кэллоуэй стоял на ржавом мосту, перекинутом через темную, зловещую реку. Он тяжело дышал, а руки крепко сжимали старый портфель. Рядом с ним мистер Уитмор, его некогда уважаемый работодатель, неуверенно прислонился к перилам. Несмотря на свой хрупкий вид, старик говорил спокойным голосом. «Дэниел, ты был мне как сын. Что бы тебя ни беспокоило, мы найдем выход. Вместе». В портфеле были документы, которые должны были сделать Дэниела единственным владельцем компании Уитмора. В решающий момент импульсивный толчок привел план в действие. Быстрым толчком он опрокинул старика через перила. Раздался леденящий кровь крик, когда Уитмор погрузился в холодную воду. На мгновение показалось, что время остановилось. Внезапно призрачную тишину нарушило низкое, глубокое рычание. Из сумерек появился Тоби, верная немецкая овчарка Уитмора. Его янтарные глаза неотрывно смотрели на Дэниела. Дэниел, дрожа, прошептал: «Хороший мальчик». Но вместо того, чтобы залаять или напасть, Тоби остался неподвижен, а затем внезапно исчез в тени. Мысли Дэниела метались. Понял ли Тоби, простой пес, что только что произошло? Бросив быстрый взгляд на окутанный ночной тьмой пейзаж, он схватил трость Уитмора, перекинул через перила и быстро поехал обратно в поместье. Там он будет играть роль обеспокоенного работника, разыскивающего своего пропавшего работодателя. Особняк был погружен в гнетущую тишину. Когда Дэниел вошел в кабинет, он был поражен, увидев Тоби у камина. Его шерсть все еще была влажной от дождя, а взгляд был полон молчаливого обвинения. Хотя Дэниел пытался произнести успокаивающие слова, пес изучал его с таким вниманием, что у него по спине пробежал холодок. На следующее утро новость об исчезновении Уитмора быстро распространилась, и была вызвана полиция. Дэниел сыграл свою роль убедительно, но беспокойство не исчезло. Тоби следовал за ним повсюду. Ночные звуки, тихое похлопывание лап и редкое глухое рычание из темноты лишали его покоя. Через 3 дня после исчезновения Уитмора в поместье прибыла детектив Сара. Известная своей экстраординарной способностью распутывать даже самые запутанные дела, она была силой, с которой приходилось считаться. Когда Сара нежно погладила Тоби, пес, казалось, впервые с тех пор, как Уитмор исчез, расслабился. «Животные часто знают больше, чем мы думаем», — заметила Сара, глядя Дэниелу в глаза. У него по спине пробежал холодок. Хотя Тоби выдавил из себя вежливую улыбку, в душе его закипала паника. Поиски Уитмора ничего не дали, но беспокойство Тоби росло. Всякий раз, когда Дэниел пытался выйти из дома, пес преграждал ему путь, а по ночам появлялся в окне, словно напоминая, что он никогда по-настоящему не бывает один. И вот настал день, когда Тоби сыграл ключевую роль. В офисе шерифа обнаружилась фотография, на которой Тоби был с чем-то во рту. Трость. Трость Уитмора. «Мы проверим ее на отпечатки пальцев», — заявила Сара с пронзительным взглядом. Сердце Дэниела бешено колотилось. Он не мог понять, как Тоби мог действовать так обдуманно. Было ли это простым совпадением, или собака действительно собрала улики? Следующие часы были наполнены зловещим напряжением. Дэниел пытался собраться с мыслями, пока Сара изучала трость. Собака ищет улики, как будто хочет нам что-то сказать. Дэниел неуверенно ответил, предположив, что собаки действуют инстинктивно. Но скептический взгляд Сары заставил его заподозрить, что дело не только в этом. Той ночью Дэниела разбудило слабое поскребывание в дверь. Он приоткрыл ее совсем чуть-чуть. Снаружи стоял Тоби и смотрел на него безжалостным взглядом. Затем пес медленно повернулся и исчез. Следующее утро принесло еще один шокирующий поворот. Сара сообщила Дэниелу, что в поместье будет проведен обыск.
что является стандартной процедурой в деле о пропаже человека. Пока полицейские осматривали территорию, Тоби внимательно наблюдал за ними, а затем внезапно начал копать в определенном месте. Через несколько минут полиция обнаружила золотые карманные часы, погребенные под землей, часы Уитмара, которые безошибочно можно было узнать по выгравированным инициалам. Сара подняла предмет, прищурившись. Интересный. Почему часы Уитмара должны были быть похоронены здесь? Все взгляды обратились к Дэниелу, который мог только отмахиваться. «Я не знаю. Может, он его потерял». «Мы проверим его на отпечатки пальцев», — добавила Сара, видя, что паника Дэниела растет. Он знал, что время на исходе. Но затем на телефон Дэниела пришло жуткое сообщение. Анонимное СМС всего с одной зловещей фразой. «Я видел, что ты сделал. Встретимся на мосту». Сердце Дэниела бешено заколотилось, когда он осознал, что кто-то был свидетелем его преступления. Пока он обдумывал это, его взгляд упал на Тоби, который наблюдал за ним из сада с почти вызывающим выражением лица. В ту роковую ночь Дэниел снова поехал к мосту, где его ждали густой туман и удушающая тишина. Пока он прислушивался к приближающимся шагам, из тумана появилась темная фигура. «Я знал, что ты придешь. Кто ты? Чего ты хочешь от меня?» Дэниел запнулся, но фигура, скрывавшая свое лицо в темноте, ответила. «Я хочу, чтобы ты заплатил за то, что сделал. И поверь мне, я не одинок». В ночи раздалось знакомое рычание. Тоби снова был рядом. Голос Дэниела дрожал, когда он пытался умолять, но фигура приблизилась, заявив, что спасения нет. Когда полицейские сирены завыли громче, Дэниел запаниковал и бросился бежать. Тоби преследовал его с поразительной скоростью. Дэниел споткнулся и рухнул на мокрый тротуар. В последний отчаянный момент Тоби навис над ним, и его взгляд говорил о многом. Несколько мгновений спустя полицейские окружили упавшего беглеца. Защелкнулись наручники. Дэниел понял, все было кончено. Когда его уводили, он в последний раз бросил взгляд на Тоби. Немигающий взгляд пса преследовал его всю жизнь. В ту же ночь Дэниел сидел в комнате для допросов, залитой ярким светом. Сара села напротив него и холодно объявила. «У нас достаточно улик против вас, но если вы будете сотрудничать, это может смягчить ваш приговор». Хриплым шепотом пробормотал Дэниел. «Я не хотел его убивать, но это сделали вы». «И Тоби позаботился о том, чтобы правосудие восторжествовало», — ответила Сара. Эти слова поразили его, и, проведя дрожащей рукой по лицу, он понял, что верный пес никогда не выпускал его из виду, как будто дал Уитмару негласный обет молчания. Судебный процесс охватил весь город. В зале суда, заполненном до отказа, Дэниел услышал вердикт: виновен в убийстве второй степени. Присяжные были единогласны. Пока он стоял неподвижно, на его лице отразились ярость, страх и смиренное понимание. Когда его уводили, он снова встретился взглядом с Тоби. Пес стоял непоколебимо, безмолвный свидетель неумолимого торжества правосудия. После суда произошел неожиданный поворот. Было обнародовано завещание Уитмара. Значительная часть его состояния была передана недавно созданному фонду защиты животных, эмблемой которого был Тоби. Сара слабо улыбнулась, осознав, что, возможно, Уитмар всегда знал, что произойдет. Проходили недели, и по мере того, как город постепенно возвращался к нормальной жизни, Сара понимала, что прошлое никогда по-настоящему не успокаивалось. Она забрала Тоби к себе домой, где некогда беспокойный пес постепенно обрел покой, хотя время от времени все еще стоял у двери, словно чего-то ожидая. Однажды прохладным осенним вечером Сара сидела на крыльце с чашкой чая, а Тоби спокойно лежал у ее ног. «Ты все видел, не так ли?» – прошептала она ему. Тоби встретился с ней взглядом, как будто понял гораздо больше, чем кто-либо мог бы поверить. Но история еще не закончилась.
На следующий день Сара получила анонимное письмо в свой офис. Внутри было зашифрованное сообщение, в котором говорилось, что предстоит еще многое выяснить. Проверьте старые записи. Встревоженная и заинтригованная, она начала просматривать файлы компании Уитмара. Прошло несколько часов, прежде чем она обнаружила подозрительные банковские переводы. Незадолго до смерти Уитмара на неизвестный счет были переведены огромные суммы. Действительно ли Дэниел был единственным организатором или просто пешкой в гораздо более масштабной схеме? Ведомая непреклонным инстинктом, Сара несколько дней спустя посетила заброшенный особняк Уитмара. В его кабинете, где старик часто сидел, всегда рядом с Тоби, она обнаружила в ящике письменного стола выцветшую записную книжку. Дрожащей рукой она прочла последние слова Уитмара. «Я боюсь, что кто-то из моих близких хочет, чтобы я ушел. Если со мной что-нибудь случится, добейся правды. Тоби будет знать, кому доверять». По спине Сары пробежал холодок. Она закрыла книгу и посмотрела на Тоби сверху вниз. «Ты был его верным другом до конца, и теперь ты заботишься о том, чтобы его история не была забыта». Тоби наклонил голову, как будто понимал каждое слово. Когда ветер зашелестел в кронах деревьев за окном, Сара поняла, что правда выплыла наружу, но, возможно, еще больше тайн все еще скрыто, ожидая, когда их раскроют.